я расскажу об одном из самых красивых мест Британской Колумбии. Так же, как и Лейк-Луис в Альберте, это озеро визитная карточка BC, и для тех, кто ходит в походы, это место просто обязательно для посещения. Мы видели много горных озер, мы видели много красоты, но Гарибальди Лейк и вот конкретно вот этот вид, он, наверное, 1 на миллион. Но есть нюанс. Попасть сюда не так-то и просто из-за системы бронирования и квот. Мы бронировали наш поход в мае, и мест на выходные в летние месяцы уже не было. Пришлось идти с воскресенья на понедельник. Такие ограничительные меры хоть и неудобно, но оправданы. Это очень популярный парк, и толпы туристов затоптали бы это прекрасное место за один сезон. Кроме того, в парке есть риск оползней и камнепадов, и больше туристов, больше нагрузка на службу спасения. Дойти до озера и обратно можно за 3-4 часа. Тропинка широкая и хорошо утоптанная, как в городском парке. Основная трудность – это набор высоты. Но главная красота – это вид на озеро с горного хребта Панорама Ридж, а это еще 6 километров. То есть мы планировали пройти 30 километров, подняться на высоту почти 1700 метров и при этом не сдохнуть. Поэтому мы благоразумно разбили поход на 2 дня. Мы прошли 4 километра. Первые 2 километра вообще было как-то так легко и весело. Следующие 2 километра было уже не так легко и весело. Сейчас печенюшку съедим и пойдем дальше. Прошли 6,5 километров, дошли до развилки. На Гарибальди Лейк есть 2 кэмпграунда. Один тот, который на озере непосредственно, а другой Тейлор Мидоуз. И вот мы смогли зарезервировать место только там. На этой развилке как бы такое место, где все делают перерыв, а потом делают последний финальный бросок. И мы сейчас пойдем налево, а те, у кого кэмпграунд на озере на Гарибальди Лейк, они пойдут направо. До кэмпграунда мы поднялись за 2 часа 40 минут. Без рюкзака вообще, наверное, можно легко добежать. Но здесь народ так и бегает. Очень много свободных спотов. Такие щиты деревянные, настила. Сейчас будем ставить палатку. В парке все время присутствуют рейнджеры. Все что-то обустраивают. Мы оценили шелтеры столовые. Очень удобно и от погоды не зависишь. Рюкзаки снял? Хорошо. Будем кушать. Я нашла карту кэмпграунда. То есть вот мы, наверное, вот в этой зоне. Еще здесь есть вот еще 40 домиков. Вот в этой части есть вода. Нам приходится спускаться тын-тын-тын-тын-тын вот сюда. Здесь болотистая местность, и поэтому сделали такие дорожки деревянные. И, наверное, еще и поэтому комаров здесь дофига. А мы туда не пойдем? А если мы туда пойдем, мы куда придем? Тут все недалеко, и мы идем смотреть еще один шелтер. Ба-бам! У них меньше места, у нас 3 стола стоят, а у них только 2. Ну, если в целом говорить про кэмпграунд. Костер жечь нельзя, рядом с палаткой есть нельзя, комары в лес уносят. В общем, кэмпграунд хорош только как перевалочное место. Пришел, вещи скинул, переночевал и пошел налегке дальше по горам. А еще меня снедало любопытство по поводу названия парка. Что, тот самый Гарибальди из учебников «Новой истории»? Оказалось, да. Итальянский генерал Джузеппе Гарибальди был невероятно популярен. Его считали символом свободы и народного движения. Поэтому британские картографы в честь его назвали гору, а потом имя перешло к озеру и к целому парку. Вообще, это какой-то самый красивый хайк. Горы, тропинка красивая, луга альпийские, сойки летают.
Поход на Панорама Ридж был самым ярким впечатлением. Очень красивый разнообразный трейл. Но надо быть готовым к каменистым склонам, снегу и грязи, особенно в июне-начале июля. Слушайте, никто лопату не терял на Гарибальди Лейк. Wait, what? Там вон много-много-много снега еще копать. Сейчас тут снег раскидаю, потом на гору пойдем. Там будем чистить. Вид сверху потрясающий, восторг и великолепие. А вот миллионы лет назад, когда формировался этот ландшафт, виды были другие. Здесь были ледники, а озеро возникло в результате извержения вулкана. Лава растопила лед и застыла, образуя естественную дамбу. И долина заполнилась водой. Вот такая вот песня льда и пламени. Конечно, хорошо, что мы пришли рано, потому что сейчас очень-очень много людей поднимается на пик. Ну, а места там не так уж и много. Не прикольно, когда много людей и мало пространства на горе. Ну ладно, поехала я как-то вниз. А мы идем к лагерю. Мы идем в самую лучшую часть пути. По ровной красивой тропинке среди высоких гор. И удачи всем тем, кто идет нам навстречу. Когда спускаешься, смотришь такой: о, блин, не, я туда еще раз не пойду. Но вот люди идут. И мы сходили, было здорово. Вот это самая сложная, наверное, часть пути. Потому что все остальное — это просто прогулка. А вот здесь и набор высоты приличный, и камни, и снег. Тебя покормили, что ли, животное? Да, что-то кидали. Так у него тут стратегическое место просто, рядом с тропой. Вот он и окопался, видишь, блиндажи нарыл. Вкусно тебе? Ой, как тебе вкусно! Печеньки ешь, человеческую еду ешь. Роскошно, ребята. Не знаю, выглядит вкусно. Выглядит зашибись. Мы вышли из лагеря в 8:30, вернулись обратно где-то около 2 часов. То есть на все про все, на весь поход до Панорама Ридж со всеми отдыхалками и пофотографировать у нас ушло почти 5 часов, 5,5, да? Трейл классный, вид вообще на 100 миллионов. Соберетесь на Панорама Ридж, обувайте хорошую обувь, берите палочки и ни о чем не пожалеете.